Уже в который раз я замечаю, что на Кинопоиске описание под фильмом либо как-то лукавит, либо вообще вываливает все твисты и сюжетные ходы. Так произошло с предпоследним фильмом, что я посмотрел под названием «В западне». Благо я смотрел его по рекомендации друга, поэтому описание на киносайте не испортило мне впечатление от просмотра, потому что я его тупо не читал. Фильм «Бегущая в лабиринте», хотя она там ни хрена не бегущая, она ползущая, начинается с того, что с высоты птичьего полета нам показывают, как внизу едет машина. Подождите, это что, сериал «Топи», что ли? Ладно, фильм действительно так начинается, и главная героиня валяется на дороге, и когда машина была уже совсем близко, та вскочила. Водитель предложил ей свою помощь, на что она отказалась. И он сказал: ну ладно, мое дело предложить ваше отказаться, можешь до заправки дойти 10 километров по прямой, главное не сворачивай, и ты у цели. И начал тихонечко отъезжать. И героиня вроде бы как бы прикинула: блин, 10 километров, дождь, как-то впадлу идти, лучше сяду в машину к какому-то незнакомцу, который может оказаться маньяком-убийцей, и вообще 2 минуты назад валялась на полу, а какой-нибудь водитель другой мог ехать, отвлечься на телефон и переехать меня. Ну ладно. И сев в этот коричневый джип к доброму самаритянину, она не попала в аварию, как было написано на Кинопоиске. Этот мужик просто в какой-то момент резко затормозил, та ударилась головой и потеряла сознание. Чему учит этот фильм? Что точно не стоит садиться кому попало в машину, и героиня после как очнулась оказалась в каком-то непонятном загадочном месте. 5 минут потратили на вот эту вот сцену в начале, пустую болтовню и неваляшки на автодороге. Следующие 17 минут героиня будет ползти по какой-то вентиляции, трубе, я не знаю, специально оснащенном замкнутом пространстве со всякими огнеметами и пушками и лазерами. И в момент, когда они все будут приведены в действие, главная героиня спрячется сбоку в таком кармашке, а после возвращения на маршрут, это удивительно, она продолжит ползти. Только вот до этого же весь этот туннель прогревался лазерами и огнем. Во-первых, там бы стало очень жарко. Во-вторых, металл бы как бы нагрелся, да? В течение следующих 15-20 минут героиня столкнется еще с 2 стихиями. После огня это будет вода и серная кислота. Все эти испытания начинают мне напоминать сцены из пародийных фильмов или мультфильмов, где злодей ловит протагониста и говорит ему: сейчас мы тебя бросим в бассейн с пираньями, аллигаторами, которые держат в лапках, я не знаю, автоматы Калашникова. Выпускайте акул. Мистер Пауэрс, у этих акул к головам прикреплены лазерные установки. Каждый имеет право на горячее. Где-то на 50-й минуте фильма она вылазит из кромешной тьмы в более светлое помещение. Сама главная героиня мне почему-то напомнила Эмилию Кларк. Со сцены, где вроде бы вылазит камера, а потом оказывается, что это какой-то полувысушенный череп, к которому примотали высокотехнологичный прибор, а когда он открыл рот, из него полезла трубка, я не знаю, я чуть от смеха не умер. Несмотря на всю серьезность ситуации, что чтобы выжить, нужно ползти, а если стоять на месте, то тебя что-то нашинкует или сожжет, или ты утонешь, захлебнешься, или еще что-то с тобой произойдет, у меня не получилось как-то сопереживать героине и полностью поверить в происходящее. Еще сбивает с толку все подряд намешанное. То вначале это наше время, то потом, как она оказывается в этой вентиляции уже в каком-то футуристическом костюме с браслетом на руке, то потом какие-то ползучие живые мертвецы и этот сушеный череп с камерой. Вообще не можешь понять, что происходит. Какая-то мешанина, не доведенная до однородной массы, просто эти торчащие комки сюжета и сценария. Честно говоря, после часа просмотра фильма я утомился, и досмотреть нужно было, чтобы, а вдруг там, я не знаю, уже на каком-то этапе ее будут пришельцы наказывать или спасать, и вообще, чем вся эта белиберда закончится. Ромб, крест, ромб. Что это значит? Вообще-то правильно не ромб, а квадратик, это комбинация из Mortal Kombat. Может, фаталити. Я не знаю, может, фильм действительно обладает каким-то глубоким смыслом, там куча отсылок и пасхалок, что я вообще при просмотре не заметил, но мне не зашло вообще. Нудятина, бредятина, чепухатина какая-то. Если вы любите фильмы про замкнутое пространство,
прохождения каких-то ловушек, испытаний в этом же замкнутом пространстве, Эмилию Кларк, а точнее актрис, похожих на нее, то, может быть, вам и зайдет. А всем остальным смотреть этот фильм, ну, не знаю, незачем. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот отзыв. Пишите в комментариях, что вы думаете про фильм «Бегущая в лабиринте», хотя в оригинале он называется «Извилистый», и она там не бегущая, а ползущая. Ладно, спасибо за просмотр, пока.